Вершиной биткоина будет эта цена в эту дату. Действуйте сейчас. В этом видео я не только расскажу вам, когда биткоин достигнет вершины, какой будет максимальная цена биткоина на этом бычьем рынке, а также каким будет его следующее дно на следующем бычьем рынке. Будьте очень внимательны, потому что это чрезвычайно важно для вас. Привет, ребята, это Briefit Dance. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Briefit Dance. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про цену биткоина на этом бычьем рынке. Поставьте нам лайк за старание, а также подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Перед тем, как вы пропустите этот ролик от очередного парня на YouTube, рассказывающего про цену биткоина, пожалуйста, имейте в виду, что я предсказал двойную вершину на последнем бычьем рынке с минимумом в 30 тысяч. Окей, она была 29,5 тысяч, но с минимумом в 30 тысяч. А также я предсказывал дно в 15,6 тысяч за несколько месяцев до того, как это случилось. И я даже выиграл пари у Гарреда Солоуэя. В общем, если вы взглянете на мой послужной список, то поймете, что ко мне стоит прислушаться. Конечно, мой показатель успеха довольно высокий. Да, я сделал несколько потрясающих прогнозов насчет Solana и кучи других криптовалют на этом канале, особенно верхов и низов. Но я не всегда буду прав. В какой-то момент я могу ошибиться. В этот раз или в следующий я не знаю. Проведите собственные исследования и поймете, что я не бог. Конечно, я выгляжу божественно, но я не бог. Да, я невероятно хорош собой. Да, я сногсшибательно красив. Да, у меня IQ Эйнштейна, Сократа и Софокла вместе взятых. Но я не бог. Хотя, будь у меня другое одеяние, я бы выглядел как Будда. Ок, поэтому прежде чем я расскажу про вершину биткоина и о том, что это будет, давайте поговорим о том, когда это произойдет. Я рассчитываю на то, что вершина биткоина наступит где-то в конце 24-го, начале 25-го года. Поймите, я сейчас говорю о вершине биткоина, а не о конце бычьего рынка. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, поскольку это чрезвычайно важно. Видите ли, то, что биткоин достиг вершины, не означает, что альткоины не продолжат расти еще некоторое время после этого. Они могут продержаться еще несколько месяцев после этого. Но вы также должны понимать, что вершина биткоина может некоторое время двигаться вбок. И даже если она снизится и доминирование снизится, то альткоины могут расти. Только потому, что я говорю, что вершина биткоина наступит в конце 24-го, начале 25-го года, я не призываю уходить со всех рынков. Я говорю, что нужно переводить прибыль в BTC, а на этот раз и в USDT. Итак, почему я говорю, что вершина может наступить в конце 24-го, начале 25-го года? Очень просто. У биткоина теперь есть ETF. Также имеются Ethereum ETF и Solana ETF. Вероятно, они появятся ближе к концу этого года. Это значит, что они в большей степени связаны с фондовыми рынками. Крупные изменения на фондовых рынках, вероятно, повлияют на биткоин и криптовалюты гораздо сильнее, чем раньше, в краткосрочной перспективе. Да, биткоин может в какой-то момент отделиться, но в краткосрочной перспективе будет корреляция, поскольку все пойдет вниз, когда на рынке паника. И есть причина, по которой я говорю, что на рынке может возникнуть паника. Видите ли, у нас скоро выборы. Именно поэтому я все время говорил, что не ожидаю дампа перед выборами. Но дела у экономики, а именно в США, да и во всем мире, идут не так хорошо. Ну, как бы у них есть и некоторые проблемы. Понимаете, о чем я? Вы не хотите видеть слабый фондовый рынок перед выборами. Это может фактически поставить под угрозу шансы переизбирания того, кто будет президентом на тот момент. Поэтому они будут стараться поддерживать фондовый рынок на высоком уровне, насколько это возможно, хоть в этом и может не быть смысла. Это ложь. Дела на фондовом рынке идут не так хорошо, как вы думаете. Теперь, если Байден вновь победит, то как долго, по вашему мнению, они смогут поддерживать финансовый рынок после его победы?
из-за всех войн, всего, что он делает, люди не так уверены. Люди напуганы. Мне страшно, а я живу в Греции. Так что вы можете только представить, что происходит с людьми по всему миру. Это одна вещь. Далее они, вероятно, попытаются снизить уровень инфляции, урезать его. Обычно после резкого роста ставок инфляции, процентных ставок, когда вы снижаете их, это знак депрессии или рецессии. По сути, если Байден победит, то мы действительно увидим, как фондовый рынок вскоре после этого пойдет вниз, на мой взгляд. Теперь что, если Дональд Трамп победит? Вы можете сказать, что Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении криптовалют. Это новый глоток свежего воздуха, у него предпринимательский подход. И да, возможно, фондовый рынок вырастет. Быстро. Но слишком быстро. А что получается, если фондовый рынок быстро растет, а все, что происходит, не оправдывает этот рост? Большой крах. Вы попадете либо в медвежий рынок, либо в рецессию, либо во что-то, что напоминает и выглядит как медвежий рынок. А это значит, что люди потерпят крах. Поэтому я считаю, что вершина биткоина наступит вскоре после выборов. В конце 2024 года, начале 2025 года. В зависимости от того, кто будет президентом. И тогда мы будем действовать дальше. Это точно? Нет, конечно нет, это не 100%. Но ваша стратегия должна основываться именно на этом. Вам следует разработать стратегию, чтобы фиксировать прибыль и обезопасить себя. Вы всегда сможете вернуться назад, как только монета преодолеет определенные уровни сопротивления и создаст на них поддержку. Мы много говорим о них на канале и еще раз обсудим их, когда придет время. Поэтому обязательно подпишись внизу и нажмите на колокольчик, а также ознакомьтесь с VIP Factor. Это моя группа, в которой я делаю созвоны и общаюсь с вами, отвечаю на ваши вопросы. Мы делаем ежемесячные созвоны по Zoom. На самом деле это отличное место, здесь очень весело, много альфа-игроков. Обязательно посмотрите, ссылка находится в описании ниже. Итак, мы поговорили на эту тему. У меня есть более подробное видео с детальным объяснением. Оставлю ссылку на него здесь и в конце данного ролика. Так что не беспокойтесь. Вы можете посмотреть его позже, чтобы получить больше информации. Но мы говорили о том, когда будет вершина, какой будет вершина, какой будет цена биткоина на вершине и каким будет дно биткоина на медвежьем рынке, чтобы вы могли начать покупать. Давайте поговорим об этом. Хорошо. Итак, я ожидаю, что цена биткоина достигнет 100-140 тысяч долларов на этом бычьем рынке. В зависимости от того, когда цена достигнет этого уровня, есть шанс, что она пробьет отметку в 140 тысяч и дойдет до 200 тысяч долларов. Но вообще я получил бы большую часть прибыли именно на этом уровне. На самом деле я рассчитываю зафиксировать прибыль на нескольких уровнях. Один из них – 84 тысячи долларов. Здесь я фиксирую прибыль от биткоина и альткоинов. Зависит от того, что происходит на рынке альткоинов на данный момент, а также на уровне 92 тысяч долларов. Почему? Потому что я вижу приближающийся дамп. Он будет летом или сразу по его окончании. Я думаю, что дамп будет происходить именно на этих уровнях. Это, конечно, не 100%, но я смотрю на это так. Фиксация прибыли, выкуп ниже, а затем снова фиксация прибыли, если она не приходит. Если 84 тысячи не являются вершиной, или не имеет сопротивления и цена продолжает расти, то 92 тысячи долларов. Я думаю, что многие люди начнут фиксировать прибыль на отметке 100 тысяч долларов. Цена пойдет вниз. Посмотрим, достигнет ли она поддержки на уровнях 92 и 84 тысячи долларов соответственно. Если она снова начнет расти, вы сможете выкупить ее, ожидая, что она пробьет 100 тысяч и пойдет дальше и достигнет 140 тысяч или даже 200 тысяч. Понятно? Фиксируйте прибыль на уровне 84-92 тысяч, но ожидайте, что цена биткоина достигнет максимума в 100-140 тысяч. Возможно, даже 200 тысяч. Зависит от времени, когда биткоин достигнет этой цены. Как я упоминал ранее, когда, по моему мнению, будет достигнут максимум. А что насчет дна биткоина? Если мы попадем на медвежий рынок, то когда цена достигнет дна и когда нам начать выкупать обратно? Это чрезвычайно важно. Многие люди неправильно это понимают. Давайте покажу вам прямо сейчас. Итак, биткоин достигнет дна на следующем медвежьем рынке. Не сейчас, а на следующем медвежьем рынке. Сейчас я смотрю на графики и провожу свой анализ.
Я не собираюсь говорить об этом прямо сейчас, я просто покажу вам дно. А мог бы снять об этом отдельный ролик. Очень длинный ролик. Но я ожидаю, что следующее дно биткоина будет на уровне 40-50 тысяч долларов. Вероятно, это будет следующее дно. Как только мы достигнем отметки 140-200 тысяч, дно будет на уровне 40-50 тысяч. Именно тогда вы захотите покупать альткоины. Обратите внимание, многие люди будут советовать вам покупать альткоины и биткоин на медвежьем рынке. Это ложь, это неправильно. Вы не покупаете на медвежьем рынке. Вы покупаете, когда выходите из медвежьего рынка. Почему? Потому что многие люди думают, что цена дальше не упадет. Все со скидкой. Медвежий рынок наступил, покупайте. Но вы забываете, что на медвежьем рынке существует много побочных эффектов. Конечно, цены могут упасть не намного ниже этого уровня. Возможно, вы угадаете с дном. Но вы должны понимать, что продолжительный медвежий рынок может привести к краху многих проектов. Многие проекты не возвращаются, их взламывают, у них есть уязвимости, о которых они не знали, и они терпят неудачу. Происходит раг-пул, банкротство, проекты не работают или устаревают. Исчезает польза, устаревает технология, потому что появляется что-то новое. Вам нужно подождать выхода из медвежьего рынка, посмотреть, какие монеты хорошо себя показывают, какие монеты и нарративы доминируют. И я скажу вам прямо сейчас, что RVA и DePIN, вероятно, станут нарративами следующего бычьего рынка наряду с ИИ. На этом бычьем рынке мы рассматриваем ИИ, экосистему биткоина и игры. Да, DePIN и RVA могут принести вам неплохую прибыль, но ИИ и игры – основные нарративы этого бычьего рынка, по моему скромному мнению. Несмотря ни на что, вы хотите покупать, когда выходите из бычьего рынка. Все понимают, это неправильно. Вот почему так много людей терпят крушение. Именно поэтому так много людей не могут удержать у себя эти монеты в течение всего медвежьего рынка. Потому что вы в отчаянии, вам нужны деньги. Все идет наперекосяк, проект не запускается, вы терпите неудачу, остаетесь с альтернативными издержками. Потому что в принципе... Слушайте, давайте я вам еще кое-что покажу. Еще одну вещь. Если у вас есть 50 тысяч долларов для покупки на медвежьем рынке, и вы фиксируете эти 50 тысяч долларов, скажем, в середине медвежьего рынка в разных монетах. Допустим, вы выбрали какие-то действительно глупые монеты, например, XRP, ICP и так далее. Вы выбираете эти монеты. Что ж, вы потерпите крах. Это альтернативные издержки. Как только все начнет расти, вы это видели, и я предупреждал об этом на предыдущем бычьем рынке. Вы пропустили весь предыдущий рынок и половину этого, так? У вас альтернативные издержки, потому что эти 50 тысяч долларов заблокированы. Так что вы не можете участвовать в новых проектах или проектах, которые только начинают расти. Старые проекты тоже начинают расти на этом бычьем рынке. Вы не хотите закрывать эти средства на замок. Вы хотите покупать немного дороже, когда мы выходим из медвежьего рынка. И еще раз, мы расскажем вам, когда он наступит. Мы хорошо справились с этим в прошлый раз, в позапрошлый раз и в этот раз тоже. Еще раз, обязательно подпишитесь на канал ниже и ознакомьтесь с VIP-фактор по ссылкам в описании, поскольку вы будете знать обо всем первыми. Теперь, если вы хотите знать, почему я считаю, что вершина биткоина наступит в конце 24-го, начале 25-го года, то есть примерно в декабре 24-го, марте или апреле 25-го года, то обязательно посмотрите вот это видео. Вы не хотите его пропустить, этот ролик. Даже если так не произойдет, вы все равно хотите посмотреть вот этот ролик здесь, чтобы разобрать стратегию для этого события. Еще раз, не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.